Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию обо всех животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали! Господа, сегодня нашу видеоэнциклопедию пополнит гора мышц родом из Америки. Бизоны или зубры – распространенный в северном полушарии род быков, парнокопытных млекопитающих семейства полорогих. Состоит из двух современных видов – европейского зубра и американского бизона, который очень близок к зубру, ведь оба вида могут без ограничений скрещиваться, давая плодовитое потомство. Зубра-бизонов, из-за этого их иногда рассматривали как один вид. Можете представить себе такой трюк? Большая брутальная животинка пролезает через бутылочное горлышко. А что если я скажу, что животинка, которая является природным воплощением мощи и брутальности, европейский зубр, уже проворачивала такой фокус и, более того, выжила? Опасный трюк, но жизнь вообще опасная штука. Европейский зубр вымер в середине прошлого столетия, а если быть точнее, то после Второй мировой войны. То есть в лесном ассортименте животин было 0 штук. Всех съели голодные партизаны и солдаты, за что не стоит их винить. Времена были тяжелые, выживали как могли. Но тогда кого мы сейчас называем европейским зубром? Того самого зубра, который вымер и воскрес. Кстати, зубр является самым тяжелым наземным млекопитающим Европы. Можно бесконечно скандировать, что в зоопарке зло, в зоопарке тюрьма, но именно зоопарком мы обязаны воскрешению этих животинок. На момент, когда в лесах диких бычар уже не оставалось, несколько десятков живых и несъеденных особей сохранились в европейских зоопарках. Смышленые гомо-сапиенсы тут же стали всячески подталкивать уцелевших особей к акту любви. Но вот проблема. Особей было даже меньше полусотни. Был риск наплодить кучу уродливых мутантов из-за близкородственного скрещивания. И вот оно, то самое бутылочное горлышко. Ситуация, при которой численность вида крайне мала, а генофонд скуден. Через него ученые должны были протиснуть не то что огромную бычью тушку, а целую популяцию. А что делать? Ведь инцест – дело не только греховное, но и вредное. На помощь пришли ближайшие родственники зубров из североамериканского континента – американские бизоны. Зубры и бизоны – очень близкие родственники, поэтому оскудевший генофонд вымирающих европейских коровок лихо разбавила американская кровь. Дело пошло на лад. Всех этих гибридов стали выпускать обратно в природу, где они продолжили свою великую миссию по восстановлению численности вида уже самостоятельно. Зубра-бизоны оказались вполне выносливыми и сильными. Спустя несколько поколений таких манипуляций полукровки уже не отличались внешне от обычных европейских зубров. Чему же научила эта ситуация людишек? Ну, во-первых, мы поняли, что с помощью двух близкородственных видов можно спасти вымирающий. А во-вторых, зоопарки не просто нужны, они необходимы для сохранения резервной популяции на случай коллапса. Разумеется, пример с зубрами не единственный, но, пожалуй, наиболее яркий. Конечно, можно даже призвать к тому, чтобы животных выпускали на волю. Но прежде чем животинки будут там в безопасности, стоит навести порядок на этой самой наруже. Однако мы сильно отвлеклись от нашего сегодняшнего героя и спасителя европейского братишки. Американские бизоны обитают на северных
и западных берегах Миссури в Северной Америке. Местные жители называют бизонов буффало, что в переводе с английского означает буйвол. Бизоны существуют на планете уже 5 миллионов лет. Правда, предки современных животных были значительно крупнее современных. Возможно, громадные размеры и стадный образ жизни бизонов дали возможность этим животинищам пережить все катаклизмы, происходящие в истории развития Земли. На североамериканском континенте существует два вида бизонов – степной бизон и лесной бизон. Двухметровая высота этого животного, его трехметровая длина и масса, достигающая у самца 1,2 тонны, а у самки 7 центнеров, поражают воображение огромными размерами. Тело бизона покрыто густой шерстью темных оттенков, которая защищает его от переохлаждения в лютые 30-градусные морозы. Массивная голова увенчана мощными изогнутыми рогами, а широкий лоб придает бизону сердитый образ. Особенностью бизона является горб, расположенный на его загривке. С помощью крепких и сильных ног бизоны, несмотря на кажущуюся неповоротливость, способны резво бегать и даже плавать. Кисточка на кончике не очень длинного хвоста дает возможность отмахиваться от назойливых насекомых. Питание бизонов зависит от среды их проживания. Лесной бизон питается травой, мхом, ветвями кустарников, лишайниками, а степной его сородич употребляет в пищу больше травянистых растений. Оба вида отличаются завидным аппетитом, и каждый из них в одиночку может употребить около 25 килограмм еды за день. Это неуклюжее на вид животное двигается очень легко, бежит рысцою и галопом с такой скоростью, что не всякая лошадь может обогнать его. Бизон может бежать со скоростью 60-70 км в час. Плавает, кстати, бизон тоже очень хорошо. Бизон очень социален и жил часто стадами в 20 тысяч голов. Каждое стадо находится под предводительством нескольких старых самцов, которые очень осторожно и бдительно охраняют его. Бизон очень силен и в раздражении опасен как для охотника, так и для всякого другого врага. Он обладает хорошим обонянием и слухом и издает мускусный запах, который чувствуется на большом расстоянии. В стаде бизонов существует четкая иерархия, где все животные строго подчиняются старому опытному вожаку. С июля по сентябрь каждый самец собирает вокруг себя гарем и активно занимается процессом продолжения рода. Через 9 месяцев самки приносят по одному теленку, которые на протяжении года питаются молоком матери. Около 2 столетий назад бизонам тоже угрожало полное истребление. Они практически не имеют врагов в природе. В очень редких случаях на теленка или самочку могут нападать волки. Но виной всему, естественно, только один самый опасный зверь – обезьяноподобное существо под названием человек. Со времен колонизации Америки на континенте жили неисчислимые стада бизонов. Поселенцы с Европы решили исправить это и начали уничтожать животных не сколько ради пропитания, сколько ради забавы. Бизоны уничтожались для того, чтобы лишить пищи местное население. Также из костей животных производили удобрения и черную краску. А разведение домашнего скота в фермерских хозяйствах требовало площадей для пастбищ и выращивания сельскохозяйственных культур. Поэтому фермеры, отгоняя бизонов со своих территорий, просто уничтожали их. Строительство трансконтинентальной железной магистрали в 60-х годах XIX века потребовало большого количества продуктов питания для рабочих.
Заполучив от переселенцев огнестрельное оружие, индейцы стали охотиться на буффало, чтобы продавать торговцам шкуру и мясо животных. Дошло до того, что от убитых бизонов вырезали языки, а туша оставалась гнить под открытым небом. Европейцы настолько увлеклись, что в XIX веке на континенте осталось 835 голов из 600 миллионов. Надо заметить, что вовремя спохватились и взяли американских бизонов под охрану в 1905 году, когда основалась первая американская организация по спасению буффало. Спасение бизоны нашли в Йеллоустонском национальном парке. Выжившие особи начали размножаться, и постепенно численность вида увеличилась, хотя до прежней цифры еще далеко. На данный момент на территориях США и Канады числится 30 тысяч голов. Созданы парки, заповедники для защиты этих животных. Дикие бизоны уже не встречаются. Они числятся в Красной книге. За соблюдением охранных мероприятий строго следят. Их нарушение наказывается законом, а изображение американского бизона имеется на флагах штатов Вайоминга и Канзаса, а также на гербе и флаге провинции Манитоба в Канаде. Вот так вот два самых сильных брата-акробата чуть не исчезли с лица земли полностью из-за сапиенсов. Но американцу просто повезло, а европейца, как обычно, спасло чудо и гуманитарная помощь из Штатов. А вы знаете еще какие-то столь родственные друг другу виды? Пишите в комментах. Кстати, заодно прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. С вами был канал Животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч! В Смоленском Позерье теперь живут зубры. Сегодня первых двух из несколько десятков особей, которые создадут популяцию зубра в нашей области, выпустили в национальном парке.